Китайский мирный план. Свой мирный план официальный Пекин обнародовал 24 февраля 2023 года, в годовщину полномасштабной российской агрессии против Украины. Документ получает название «Позиция Китая по поводу политического урегулирования украинского кризиса». Официальный Пекин стесняется назвать войну войной и был обнародован на сайте МИД Китая. Документ состоит из 12 пунктов. Основное содержание, которое сводится к прекращению огня и возобновлению мирных переговоров, недопущению ядерной войны, остановке поставок западного оружия в Украину и снятие всех санкций с России. При этом никаким образом не упоминается деоккупация захваченных Россией территорий, компенсация Кремлем нанесенного ей агрессии ущерба и гарантии безопасности для Украины. В целом же создается впечатление, что по мнению официального Пекина надо просто перестать стрелять, и все как-то устроится само. Но не устроится. Украина уже проходила это в 2019-2022 годах. Поэтому по факту Китай толкает Украину к замораживанию войны на годы в ее текущей стадии, что безусловно играет на руку Москве. Наверняка, понимая непригодность своего плана, глава Си Цзиньпинь 10 июня поддержал африканский мирный план. К нему мы еще вернемся. После этого заявления особенно смешно выглядит Венгрия, поспешившая заявить о поддержке китайского мирного плана. И как всегда, подписываемся на канал, ставим лайк, нажимаем на колокольчик и пишите свои комментарии. Индонезийский мирный план. После Китая мирный план урегулирования войны в Украине озвучила Индонезия. Это сделал министр обороны страны Прабово Субианто 3 июня на международном саммите «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Индонезийский мирный план предполагает немедленное прекращение огня, создание демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии боевого столкновения, создание под эгидой ООН миротворческой миссии, которая будет следить за соблюдением режима прекращения огня, проведение референдумов на оккупированной Россией частях Украины. Реакция Киева не заставила себя ждать и была более чем прогнозируемой. В МИД Украины напомнили, что между Украиной и Россией нет спорных территорий, а есть оккупированные Россией территории Украины. Об этом написал спикер МИД Олег Николенко. Между Украиной и Россией нет спорных территорий, чтобы там проводить референдум. Совершив акт агрессии, РФ оккупировала Крым, часть Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Факт, зафиксированных в официальных документах ООН. На оккупированных территориях российская армия осуществляет военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Россия должна убраться с украинских территорий, а Украина восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Альтернативных сценариев быть не может. Бразильский мирный план. Но нашлись на планете и те, кто превзошел индонезийцев в своих миротворческих потугах. 7 апреля президент Бразилии Луис Лула да Силва заявил, что ради спокойствия в мире Украина должна уступить стране-агрессору России часть своих территорий, в частности и Крым. По его убеждению, только это может положить конец полномасштабной войне. Президент Бразилии заявил, что не считает Путина единственным виновным в войне, обвинив при этом и украинского лидера Владимира Зеленского. Поэтому, по его мнению, мир в Украине может быть достигнут путем переговоров, в ходе которых Бразилия поможет найти золотую середину. Также да Сильва выступил против вступления Украины в НАТО и заявил, что международные союзники должны прекратить военную поддержку Киева, так как поставки оружия для ВСУ якобы ведут к эскалации. В Украине отреагировали на бразильский мирный план достаточно толерантно, заметив, что некорректно ставить на одинаковые чаши весов жертву и агрессора, обвиняя в поощрении войны страны, помогающие Украине защититься от смертоносной агрессии. Украина с интересом наблюдает за усилиями президента Бразилии по поиску решения для прекращения войны. В то же время не соответствует реальному положению вещей подход, при котором жертва и агрессор ставятся на одинаковые чаши весов, а страны, которые помогают Украине защищаться от смертоносной агрессии, обвиняются в поощрении войны. Украину не нужно ни в чем убеждать. Захватническая война ведется на украинской земле и наносит неописуемые страдания и разрушения. Мы более чем когда-либо в мире стремимся к завершению российской агрессии на основе формулы мира, предложенной президентом Зеленским.
Миротворческая миссия Ватикана. Ну и куда же без главного миротворца на планете? 30 апреля Папа Римский заявил журналистам, что Ватикан якобы участвует в секретной миротворческой миссии, чтобы положить конец войне между Россией и Украиной. Я готов сделать все, что должно быть сделано. Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я раскрою ее. Я думаю, что мир всегда достигается путем открытия каналов. Вы никогда не сможете достичь мира через закрытие. Это нелегко. 13 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан, где Папа Римский принял его на аудиенции. Во время встречи Зеленский призвал Ватикан присоединиться к решению проблемы с депортацией украинских детей. Стороны также обсуждали украинскую формулу мира, и Ватикану было предложено присоединиться к ее реализации. Формулу мира, которую я предложил еще во время индонезийского заседания Большой Двадцатки, базируется на 10 кризисах и их решений. Она очень практична. Мне кажется, что я получил сигнал о поддержке от Ватикана. Это важно. Нас поддерживает также правительство Италии, много разных государств. Африканский мирный план. В пятницу, 16 июня 2023 года, Киев посетила делегация лидеров африканских стран – ЮАР, Сенегал, Замбия, Коморские острова, Конго и Египта. Африканский мирный план предусматривает ряд мер, включающих возможность отвода российских войск и выведения тактического ядерного оружия из Белоруссии в обмен на приостановление выполнения ордена Международного уголовного суда на арест Путина и ослабление международных санкций против России. Африканский мирный план предусматривает в первую очередь прекращение боевых действий. Второе – основа для прочного мира. Третье – деэскалация конфликта. Четвертый вопрос – суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН. И это нужно уважать. Пятая составляющая – необходимость гарантий безопасности для всех стран. Шестой составляющей является то, что обе страны должны обеспечить движение зерновых и удобрений. Седьмым основным элементом являются гуманитарные вопросы. Нужна гуманитарная поддержка тех, кто стал жертвами войны, кто страдает. Восьмым компонентом является обязательный обмен пленными. Это также должно включать возвращение похищенных детей. Девятой составляющей является послевоенное восстановление. Должна быть помощь пострадавшим из-за войны. Десятым элементом является то, что должно быть более тесное взаимодействие со странами Африки. Сегодня делегация Африки планирует посетить Санкт-Петербург, где проведут встречу с Путиным. Стоит отметить, что все мирные инициативы, которые выдвигали Китай, Индонезия, Бразилия и Африка, хоть и отличаются по содержанию, однако имеют одну общую черту – интересы России в них ставятся выше интересов Украины.